Что общего у Роберта Дауни-младшего, Тупака и преступников-насильников? Реальные сроки за тяжелые преступления. Сегодня я покажу безумно популярных людей, которые прошли через тюрьму. От простых воришек и хулиганов до настоящих насильников и расистов. А в конце вы узнаете, за что отсидел 11 лет Дэнни Трехо, актер, которому даже не надо играть плохих парней. И начну с человека, который уже пару десятилетий не сходит с афиш в кинотеатрах и мемов в интернете. В 1999 году Роберт Дауни-младший, который впоследствии стал известен как «Железный человек», оказался в тюрьме из-за нарушения условий испытательного срока, обвиняемый в употреблении запрещенных веществ и использовании огнестрельного оружия. Парень перебрал и в наркотическом угаре открыл стрельбу на стоянке. Ему назначили 3 года заключения в специализированном калифорнийском учреждении для лечения наркозависимости, но он провел там всего год. Затем актер еще полгода пробыл в тюрьме Лос-Анджелеса. Несмотря на защиту известного адвоката Роберта Шапира, Дауни не удалось избежать тюремного заключения. Он разделял камеру еще с 3 заключенными и, согласно слухам, мог столкнуться с насилием и домогательствами. Хотя эти утверждения так и не нашли подтверждения от актера или его близких. Так болтали остальные заключенные, которые, возможно, просто пытались привлечь к себе внимание. Но будем честны, даже если Железный человек столкнулся с тюремным изнасилованием, это последнее, о чем хотелось бы рассказать успешному актеру и любимчику нескольких поколений. Да и в период заключения Дауни давал интервью известным изданиям, встречался с друзьями из Голливуда, в числе которых был Шон Пенн. Никто не замечал ничего необычного. Надеюсь, Роберт оказался железным во всех местах. Мишель Родригес, известная своей ролью в «Форсаже», и в реальной жизни разделяет любовь к скорости и пренебрежению к правилам дорожного движения, как и ее персонаж в легендарном фильме. Ее не раз штрафовали за превышение скорости и вождение в состоянии алкогольного опьянения. В 2004 году актриса стала участницей серьезного дорожно-транспортного происшествия, сбив мотоциклиста и скрывшись с места аварии. Полиция, остановившая ее машину, обнаружила алкоголь в крови и приостановленные водительские права в ее сумке. Итог логичен. Девушка получила 3 года условно. Думаете, помогло? Нет, это не оказало на Родригес сдерживающего эффекта. Она продолжила нарушать правила, вновь попадаясь за рулем в нетрезвом состоянии. В итоге, после одной из таких поездок актрисе назначили 60-дневный тюремный срок. И только после него девушка немного одумалась. По крайней мере, пока. Кертис Джексон, более известный как 50 Cent, имел непростое детство, омраченное семейными трагедиями и борьбой за выживание на улице. Его мать, начавшая свой путь с продажи крэка в юном возрасте, вела беспокойную жизнь и скончалась при загадочных обстоятельствах, когда Кертису было всего 8 лет. Ответственность за его воспитание легла на плечи бабушки, которой приходилось заботиться еще о 8 внуках. В такой среде Кертису приходилось самостоятельно искать свой путь, что привело его к улицам, где уже в 12 лет он начал продавать наркотики, а к 15 годам приобрел свое первое оружие. Вот уж настоящий гангстер. Жизненный путь Кертиса оказался на грани крушения в 1994 году, когда в возрасте 19 лет его арестовали за участие в наркоторговле. Этот период стал серьезным испытанием для молодого человека, поскольку он был приговорен к 3 годам тюремного заключения. Однако, проведя в заключении всего лишь 6 месяцев, Джексону удалось добиться условно-досрочного освобождения, что стало для него поворотным моментом. Осознав, что продолжение старого образа жизни приведет его лишь к новым бедам, Кертис решил кардинально изменить свою жизнь. С новой решимостью Джексон обратился к музыке, видя в ней не только спасение от уличной жизни, но и возможность выразить свои переживания и истории через творчество. Этот выбор в конечном итоге привел его к мировой известности и успеху, делая имя 50 Cent символом не только музыкального таланта, но и несгибаемой воли к преодолению самых тяжелых жизненных испытаний. Рассказываю, а у самого мурашки по коже. Вот что значит никогда не сдаваться и бороться за лучшую версию себя.
Марк Уолберг, ныне известный своими актерскими достижениями и безграничной харизмой, в прошлом сталкивался с серьезными уголовными проблемами. В юности, будучи 16-летним подростком, в 1988 году он был вовлечен в несколько инцидентов, связанных с нападениями на расовой почве в Бостоне, штат Массачусетс. В одном из таких инцидентов в районе Дорчестер Уолберг и его друзья напали на 3 вьетнамцев, что привело к госпитализации одного из пострадавших. На следующий день произошло еще одно нападение, в ходе которого Уолберг избил Хуа Тринха до потери сознания. Эти действия привели к аресту Уолберга и обвинениям в попытке убийства. Однако в конечном итоге он признал свою вину в менее серьезных преступлениях – нападении и нанесении телесных повреждений. Все свелось к тому, что Уолбергу был назначен срок в 2 года лишения свободы в исправительной колонии округа Саффолк на острове Дир. Однако фактически он провел в заключении всего 45 дней, после чего адвокаты смогли его вытащить. Этот период стал трудным уроком в жизни Уолберга, после которого он смог полностью изменить свою жизнь и построить успешную карьеру в киноиндустрии, и даже отказаться от своих расистских взглядов. Уэсли Снайпс, известный своими ролями очень брутальных героев, таких как Блейд и Саймон Феникс в «Разрушителе», в 2008 году столкнулся с властями из-за неуплаты налогов за период с 1999 по 2001 годы. Любое государство не любит, когда его дурят на денежки. Суд признал актера виновным в умышленном уклонении от уплаты налогов и назначил ему 3-летний срок тюремного заключения, а также штраф в размере $5 миллионов. Снайпс получил по году лишения свободы за каждое из 3 нарушений. Во время отбывания наказания он уплатил штраф, но его общий налоговый долг составил $41 миллион, как подтвердила прокуратура. В процессе судебного разбирательства Снайпс выражал недоверие к налоговой службе США, называя ее мошеннической организацией. Он ссылался на сложности налогового законодательства, утверждая, что иностранные доходы должны облагаться налогом в стране их получения. Также актер заявил, что является нерезидентом-иммигрантом, хотя родился в США. После исчерпывания всех возможностей апелляции, Снайпс начал отбывать свой срок в декабре 2010 года в федеральной исправительной колонии и был освобожден в апреле 2013 года, проведя в тюрьме весь назначенный срок без права на досрочное освобождение за свой длинный язык. Эта судимость объясняет, куда пропал актер на пике своей карьеры. Но одно дело налоги, а другое – изнасилование, как у следующего любимчика поколений. В середине 90-х рэпер Тупак Шакур, тогда на пике своей популярности, оказался в центре скандала, который сильно подпортил его музыкальную карьеру. В 1995 году его приговорили к 4,5 годам лишения свободы за изнасилование 1-й степени. Правда, он провел в заключении лишь 9 месяцев. Жертва Айяна Джексон, ранее являвшаяся поклонницей рэпера, считала такое наказание слишком мягким, особенно учитывая отрицание Тупаком своей вины до конца. Как все было? Встреча Айяна и Тупака произошла в ночном клубе в Нью-Йорке в 1993 году. Их знакомство быстро переросло во взаимное влечение, и вскоре они оказались в гостиничном номере рэпера. По словам Джексон, их первая встреча завершилась сексом по взаимному согласию, после чего последовало еще несколько встреч. Тогда в чем была претензия? Все изменилось во время одной из последующих встреч, организованной менеджером Тупака. В гостиничном номере, где Джексон делала массаж рэперу, появились его друзья. Тупак выразил желание поделиться ей с друзьями, что переросло в коллективное изнасилование, во время которого Шакур держал Айяну, не реагируя на ее отказы и просьбы остановиться. Ситуацию усугубили унизительные комментарии в адрес Джексон. После инцидента Айяна обратилась в суд, и Тупак был осужден. Несмотря на то, что Шакур не признавал свою вину, судья вынес обвинительный приговор. Это событие навсегда изменило восприятие рэпера у многих его поклонников. Джексон долгие годы избегала внимания прессы и не комментировала даже смерть Тупака. Только спустя десятилетия, в эпоху движений хэштег #MeToo и хэштег Time's Up, она нашла в себе силы поделиться своей историей, рассказав о трагических событиях той ночи. Ужасно, да? Но идем дальше.
В возрасте 16 лет Крис Браун достиг невероятных высот в музыкальной индустрии, став одним из ведущих поп-исполнителей 2000-х. Его талант принес ему множество хитов, которые до сих пор популярны, а также несколько престижных наград, включая Грэмми и 4 награды Billboard Music Awards. Несмотря на его успехи и талант, в личной жизни Брауна произошли события, навсегда омрачившие его карьеру. Одно из самых резонансных происшествий связано с Рианой, которая была его девушкой на тот момент. В 2009 году, в день вручения Грэмми, между ними вспыхнул конфликт, который привел к физическому насилию со стороны Брауна и последующей госпитализации Рианы. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс, в результате чего Браун был исключен из церемонии Грэмми, а рекламные кампании и телепередачи с его участием были отменены. Примерно через месяц после инцидента Брауну были предъявлены обвинения по нескольким пунктам, связанным с нападением. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину и согласился на условия сделки, которые включали выполнение общественных работ, 5-летний испытательный срок и прохождение консультаций по проблемам домашнего насилия. Эти события стали тяжелым испытанием для карьеры и репутации Брауна в глазах общественности. Ну и, конечно, я просто должен рассказать про настоящего плохиша Майка Тайсона. Он настоящая легенда бокса, хотя и столкнулся с множеством испытаний, включая проблемы с законом, которые сделали его одной из самых спорных фигур 1990-х. Одним из самых серьезных обвинений, которые ему предъявили, было дело о сексуальном насилии, из-за которого Тайсон потерял 4 года своего пика карьеры. В июне 1991 года, будучи на тот момент 25-летним парнем, Тайсон был арестован по обвинению в нападении на 18-летнюю Дезири Вашингтон, участницу конкурса красоты в гостинице Индианаполиса. Встретившись с Вашингтон во время проведения «Мисс Америка», инцидент произошел в его гостиничном номере вскоре после их знакомства. Свидетельства шофера Тайсона и медицинского персонала указывали на то, что Вашингтон пережила сексуальное насилие, хотя Тайсон настаивал на взаимном согласии. В феврале 1992 года после судебного разбирательства Тайсон был признан виновным и осужден к 6 годам заключения, но был освобожден менее чем через 3 года, в марте 1995 года. Это событие оставило неизгладимый след в его карьере и личной жизни. Несмотря на извинения за некоторые из своих действий, Тайсон, которому сейчас 57 лет, по-прежнему утверждает, что их встреча была по взаимному согласию. Этот эпизод в его жизни продолжает вызывать дискуссии и различные мнения среди публики и поклонников бокса. Ну а что мы только о мужчинах? Давайте разбавим эту суровую кампанию. Линдси Лохан начала свою карьеру в очень раннем возрасте, подписав контракт с модельным агентством Ford Models уже в 3-летнем возрасте. К 18 годам она успела зарекомендовать себя не только как модель, но и как актриса, снявшись в 6 фильмах и более чем в 60 рекламных роликах. Несмотря на свой талант и популярность, раннее начало карьеры имело и обратную сторону. В одном из интервью журналу Rolling Stone Лохан утверждала, что никогда не употребляла наркотики и не видит в этом необходимости. Однако спустя всего 3 года она столкнулась с серьезными проблемами. Полицейские поймали ее за рулем под сильным наркотическим опьянением. В июле 2010 года ее приговорили к 3-месячному тюремному заключению за нарушение условий испытательного срока. Однако из-за переполненности тюрем она провела в заключении лишь 14 дней. Несмотря на это, Лохан не могла справиться со своей зависимостью и вскоре после освобождения снова нарушила правила условного срока, что привело к новому аресту. Против девушки даже выдвигали обвинения за кражу ожерелья, хотя в деньгах она особо не нуждалась. Лохан активно работала над преодолением своей зависимости, но проблемы с законом продолжали преследовать ее и в последующие годы, включая обвинения в мошеннических схемах с криптовалютой в 2023 году. История Линдси Лохан служит напоминанием о том, как сложно может быть жить под постоянным вниманием общественности и как важно иметь поддержку и помощь в борьбе с зависимостями. Надеюсь, что девушка все-таки выкарабкается из этой череды неприятностей.
Ну и Дэнни Трехо, известный своими брутальными ролями в кино, прошел очень непростой жизненный путь до того, как стать востребованным актером. Его первый опыт с наркотиками случился в очень раннем возрасте, когда ему было всего 8 лет. А знаете, кто дал ему попробовать дурь? Его собственный дядя. Ситуация обострилась, когда Трехо, будучи уже крепким подростком, поставил своему родственнику ультиматум: либо продолжай снабжать наркотой, либо столкнешься с серьезными последствиями. Нормально, да? Трехо рос в Лос-Анджелесе, где и научился уличным дракам, мечтая стать профессиональным боксером. Однако его планы на боксерскую карьеру были разрушены из-за преступной деятельности. Дэнни предъявили обвинения за хранение наркотиков и вооруженное ограбление. По разным источникам он провел в тюрьме от 10 до 11 лет. Несмотря на трудности, Трехо не терял время даром в тюрьме. Он получил полноценное среднее образование и добился успехов в боксе, став чемпионом в полусреднем и легком весах. После освобождения он решил кардинально изменить свою жизнь и присоединиться к программе реабилитации для бывших наркозависимых, полностью отказавшись от употребления наркотиков. История Трехо – это вдохновляющий пример того, как можно изменить свою жизнь и достичь успеха, несмотря на трудные обстоятельства прошлого. Ну а засранцем он теперь может быть в кино без риска сесть за решетку. Иногда и звезды имеют темное прошлое, главное вовремя встать на путь истинный, либо просто затормозить, если слава и деньги вскружили голову. Спасибо за просмотр.